Так, ну что, всем привет. У нас, в общем, такой небольшой обзор. В принципе, хочу показать вам свою новую баню. Ну и как раз посмотреть, на что она способна. Вот заказал я такую Мобибу Жига 3 печка. Раньше у меня была такая простая. Топили там камни, сверху клали, их пока разогреешь. Ну, в общем, долгая история. В общем, это у нас тоже новая и сама баня. Ну, баня-палатка получается, если правильно ее назвать. Мы вот приехали вот сюда, на такое красивое место. Сейчас легкий такой обзорчик вам покажу. Речка, горы. Это район Архиза получается. Ну, в общем, начинаю собирать. Сейчас посмотрим, кстати, что из этого вообще, в принципе, выйдет. А то я ее уже обжег. У нее по инструкции написано, надо было ее затопить буквально ненадолго. Ну, чтобы вот эти все смолы вышли. Это я уже сделал, поэтому сейчас посмотрим, что будет дальше. Так, ну что, у нас на обзоре сегодня супер баня, палатка, печка. Главный комментатор уходит. Вот он у нас, покажите его. Да. Короче, собираем палатку. Интересно, что из этого выйдет. Ну, дома мы ее уже, конечно, пробовали собирать. Такую. У Мобибы там же есть еще своя палатка. Ну, по цене чуть-чуть мы с ними не сошлись, поэтому я нашел такую в интернете. Быстро раскладываемую и много места занимаемую в багажнике. Так. Ну что, как-то тут все просто должно быть. Раз, два и три. Не получилось. Ага, вот. Так, получается, залазим вовнутрь. Друзей много, помощников мало. Что-то пошло не так. Ирина, меня видно? Нет. Все, я нашел хвост преткновения. Так. Ладно. Станем ногой. Вот так. Вот так. Подождите, я вообще в другую сторону потянул. Что вы за люди? Все, оказывается, не так. Должно быть. Эти желтые штучки должны быть внутри. Хоть бы кто-нибудь сказал. Вот. Это же эти штучки внутри. Что вы за люди? Сейчас. Это очень быстро раскладываемая палатка. Вот. Все, вот, смотрите, берете за хвостик, раз вот так. Вот что значит снимать обзор с друзьями, которые только могут ржать над тобой. Ага, вот. Пошел процесс. Не за тот хвостик я просто дергал. Есть. Так, и... Ничего, надсмехайтесь надо мной. Остальные все изнутри. Так, вы смотрите, как она... Раз. Я же говорил, все очень просто. Меня там видно. И два. И так, разворачиваем, чтобы мы будем сюда выходить, получается. Опа. И кверху бах. Ну и что, палаточка готова. Пушка.
Сейчас мы заносим печку вовнутрь. Так, есть. Только надо быть на липучечке. Раз, вот так открыли. Так, единственный недостаток, конечно, этой мобибы, это кто придумал вот так собирать трубу. Ну ладно, это мы справимся. Так, что ее спасает, это то, что она очень компактная. В этом плане она, конечно, молодец. Так, это мы поспешили, подгоняем вот так. Печка у нас с парогенератором. Раскрываем. Сейчас получается защитный экран. Можно даже, наверное, вот так ее развернуть. Так, выставляем по трубе и пробуем вот так соединить. Так, есть. И, в принципе, печка уже готова к употреблению. Надо защитный экран. Так, у нас в комплекте вот такой защитный несгораемый экран идет. Но, в принципе, для этой печки я его, в принципе, не вижу смысла его ставить. Ну, для безопасности привяжем его. Он привязывается здесь на вот эти вот стеклопластиковые палки. Просто особой в нем нету. Дверь здесь у нас вот она открывается. Искры сюда вываливаются, поэтому стрелять она не должна. Поплотнее соберем ее. Все, поэтому все, привязываем и идем рубить дрова. Так, ну мы, получается, я посмотрел, будем загружать ее брикетами вот такими. Белыми вот такими, получается. Прессованная береза они идут. Вроде как 3 брикета мы сейчас сюда загрузим. Посмотрим, насколько нам их хватит. Потому что у меня при проверке хватило 2 брикетов даже. Все закипело обалденно. Но посмотрим, как это будет все в бане проходить. Поэтому вот. Ну, по вместительности тут еще место. Наверное, вот еще чуть-чуть добавлю. Хватает. Чтобы сильно потом не открывать, не подкидывать. Все. Лишнее убираем. У нас там по инструкции еще, кстати, надо же воду набирать. Поэтому пойдем за водичкой. Венчик небольшой приготовили. Сейчас покажу, куда что заливается. Опа. О, кстати, вот сюда можно веничек класть, пока ничего не приспособлено. Вот у нас здесь секция для воды. Вроде как 4,5 литра. Просят не заливать доверху. Оставлять буквально пару сантиметров. Ну, где-то и я также оставил. Так, ну что, попробуем теперь разжечь ее. Ага. Надо было немного, конечно, щепочек подкинуть сюда. В прошлый раз у меня брикеты и так хорошо загорелись. Тяга, на удивление, видимо, из-за трубы очень хорошая у этой печки. Так, сейчас пока разгорается, я скажу, сколько у нас времени получается. Ну вот смотрите, в 19:05 я начал ее разжигать. Даже какой-то стишок получился. Вот. Что из этого выйдет и через сколько она закипит, мы посмотрим с вами как раз. Ну, в принципе, брикет загорается уже, можно вот чуть-чуть с другой стороны посмотреть. Поближе он покажи. Нет. Брикеты эти неплохо. Неплохо она и дровами разжигается. Ну, по удобству брикеты, конечно, чуть получше.
сейчас вот так, смотрите, закрываем ее. И она сразу, я не знаю, передаст, нет, камера. Там сразу такая тяга началась. Сейчас выйдем, посмотрим, что там у нас на улице. Вот, пожалуйста. Все, время пошло. Смотрим, через сколько у нас вода закипит. Так, ну, в общем, сейчас по-быстрому пробегусь, что да как еще по палатке. Ну, юбка реально прикольная, конечно. Внутри вот этот вот он карман. Ну, как раз вот сюда видно, да, вот он. Вот эти хлястики, конечно. Это веревка цепляется, растягивается. Ну, не знаю, блин. Стоит копейки. Почему сразу не положить туда? Ну, как бы, дело хозяйское. Ну, не пойму, 4 веревочки и 4 колышка. У меня отдельно от палатки есть, поэтому не проблема. Внутри хотел взять утепленную, но чтобы ничего лишнего лучше пусть будет. Потому что все вот эти моменты, они что же будут давать запахи. А здесь это стеклопластик, ничего такого. Это тоже стеклопластик. Стеклопластика сделана минимально. Температура у нас 10 градусов. Но это уже при условии, что затопили здесь. Поэтому, ну, еще посмотрим, как себя вот этот карман поведет. Ну все, она вовсю, конечно, жарить уже начала. Все. Забыл, кстати, чуть не оставил веник там. Все, убираю веник, закрываю. Вот, кстати, в этой палатке не было раньше вот этого окошка для притока воздуха. Не очень удобно сделано, но лучше пусть будет такое, чем никакого. Поэтому вот кармашек с этой стороны, кармашек с этой стороны. Все, оставляю печку здесь. У нас там еще вот, кстати, бутылка. Это не просто так бутылка чая. Это здесь мы сегодня проэкспериментируем еще. Мы, получается, заварили чабрец. И попробуем сюда залить его потом вместо воды. Насколько вот этот пар будет так работать. Ну все, ждем, когда закипит вода. Так, ну что, друзья, у нас время вот 19:21. И она тут уже кипит, ребята, просто вовсю. Ну, по камере сразу видно, да, и понятно, что происходит тут. Сзади уже вовсю плюется, как бы это ни звучало. Пар шпарит, уже руку не поднести. Поэтому она закипела очень хорошо. Я сейчас, извиняюсь, вот так сделаем. И попробуем ее приоткрыть. Ага, это я, конечно, смело. Так, пока камеру протер, пробуем вот так. Да, там уже слышно, вон она вовсю. Да, и титушки, колотитушки. Так, ну и второй эксперимент, который мы сейчас будем делать с этой баней. Это мы сейчас как раз зальем сюда, запарим этот веничек горячей водой с холодной, ну, тепленькой, чтобы было все хорошо. Так, а что у нас тут? Это я еще не закрываю дверь, уже 40. Влажность хороша. Вот она, дверь открыта. И сейчас мы туда попробуем налить с чабрецом заваренной воды, получается. Ну и как обещали, вот эта часть у нас желтеет. Понабрали мы стульчиков. На стульчиках будем сидеть. Так, открываем у нас. Сколько? Буквально побежал переодеться. 5 минут. Сейчас, конечно, камера запотеет. Но сейчас быстренько протрем это все. Так, что мы имеем? Буквально, ё-моё, уже 60 на 60. Ох, как говорят, самая лучшая баня 60 на 60. Но приточку придется открывать. Все, уже снимать смысла не вижу. Мы пошли париться. Итак, ну что, друзья, всем доброе утро. Мы уже проснулись. Парились вчера уже по темноте, снимать не стал. Поэтому сейчас расскажу быстренько все плюсы, минусы, там, что понравилось, какие. Давайте начнем с самой печки. Там Абиба наша. Короче, не знаю, для чего это сделано и почему. Но видите, тут печка собрана по конденсату. Во-первых, ее реально разбирать очень сложно. Отсюда особенно вытаскивать. Вот эти разъединять большие, особенно маленькие, они, ну,
отлично разбираются. Не могу сказать, что какие-то проблемы с дымом. Тяга хорошая, потому что труба широкая, реально. Понравилось то, что мы вчера чабрец, сюда заливали. И реально такой запах чабреца. Но опять же, заваривали, фильтровали его, чтобы он не забивался. Тяга обалденная. Принцип работы получается такой у этой бани. Вы ставите, закидываете сюда полено. Мы, видите, опять же, мы купили брикеты. И, в принципе, по брикетам даже очень выгодно. Видите, топили вчера, золу вообще не вытаскивал. В этом громадный плюс брикетов получается. И система парения такая, что вы закидываете брикеты, буквально 2-3 штуки, и вам этого хватает раза 3 попариться. Каждый раз, когда вы ходите дышать из бани, получается, заливаете сюда воду, чтобы она переставала кипеть. Она работает только когда брикеты шикарно горят. Если чуть-чуть начинает более слабый огонь, то все, получается, вот отсюда у нас выходит пар из этой секции. То он уже так кипит, да, но такого выхода пара нету. Вчера максимум мы разогрели, сегодня уже, видите, все подупало. Вчера максимум мы разогрели до 70, но при влажности 80. Да, сейчас я, если не ошибаюсь, да, 70-75 была вчера влажность. И это очень жарко. Но это очень комфортно, пропарились, все остались довольны. Получается, по самой вот этой вот по бане палатке, внизу она 2,10. Вверху я ее мерил, потому что, видите, от края до края она такая узенькая у нас. Если взять, выйти, получается, сверху я уже ее несколько раз показывал. Она кверху уже. Если вы со стульчиками, я специально стульчики такие беру, может быть даже лавочка, допустим, раскладная, то вообще шикарно получается. Вы лавочку поставили, все сели по краям. Мы вчера посчитали, если прям, постараться, то 9 человек с комфортом сюда залезут. Не прям с комфортом, наверное, человек 7 здесь будет. А так, еще вчера косяка впорол. Вот приточка здесь есть. Пришлось, вот видите, палочкой ее подпереть. При открытой приточке вообще никаких проблем. Я имею в виду, жар отличный. И я вчера косяка впорол. Видите? Вот эта закрывашка, которая здесь вот так вот лежит. Я про нее забыл, и она, в общем, наплавилась на трубе. Красиво теперь. Видите, как все выглядит. Это не столь страшно, потому что как палатку я не планирую использовать. Но если даже буду планировать, то я что-нибудь потом придумаю. Там ничего сложного. В общем, на этом все. Всем удачи. Всем счастливо. Мы пошли чаечек пить. Уже наступило прекрасное утро. Такое вот. Чуть-чуть речку вам покажу. И вот там у нас вдалеке горы. Здесь сейчас все веточками заросло, листиками. И уже ничего не видно. В любом случае, красотища. Так, мы доделали нашу эту, получается, качельку. Кони пришли даже посмотреть на нее. Товарищи! Все, после нас всегда полянка чистая. Это не мы оставили. Оставили дровишек тем, кто приедет после нас. И отправляемся домой.